Здравствуйте. Сегодня у нас довольно горячая тема «Свежие мысли Сэма Альтмана». Будем разбираться в его видении ИИ. Да, здравствуйте. Основа — это его недавнее выступление на TED, ну и плюс анализ вокруг него. Попробуем понять, что он думает про AGI, агентов, ну и вообще, куда все катится. И начать, наверное, стоит с масштаба, да? У GPT, чат GPT уже 500 миллиарда активных пользователей в неделю. Это ж невероятно просто. Это точно. И Альтман, собственно, говорит, что модели вроде GPT-4o — это уже серьезные интеллектуальные инструменты, не просто болталки. То есть они уже могут решать какие-то реальные задачи. Ну да, он упоминает функцию «память». Это когда GPT-чат GPT помнит детали разговора. Это ж уже шаг к такому, знаете, постоянному и-компаньону, что ли. Альтман считает, что они уже достаточно умны для многих вещей. Но погодите, он ведь очень четко говорит, это не общий искусственный интеллект, не AGI, хотя многие думают, что вот-вот уже. Почему он так настаивает? В чем ограничение? Он называет несколько причин. Ну, во-первых, они не универсальны, на все вопросы не ответят. Во-вторых, вот это непрерывное самообучение, самокоррекция, этого пока нет. Понятно. И в-третьих, они не могут делать, скажем так, настоящие научные открытия. Или вот просто взять и, сделать мою работу, то есть автономно взаимодействовать с кучей систем, файлов и так далее. Этого нет. То есть миссия OpenAI создать AGI остается, но путь еще долгий. Именно. Он это признает. И тут, кстати, интересный момент. Какой? Он как бы преуменьшает важность самого термина AGI, говорит, что, не так важно, когда он появится. Важнее понимать, что мы на экспоненте. То есть фокус на скорость изменений, а не на конкретной точке. Да. Прогресс такой быстрый, что любое сегодняшнее определение AGI может просто устареть. Мы движемся к чему-то, что, возможно, вообще за рамками наших текущих представлений. И вот следующий шаг на этой экспоненте, по его мнению. И агенты? Они самые. Системы, которые не просто отвечают, а действуют. Бронируют билеты, планируют что-то. Звучит, конечно, мощно, но ведь и риски тут же. Альтман же про них говорит. О, да. Он прямо говорит, агенты с доступом к нашим данным, к системам — это гораздо опаснее. И это, цитирую почти, самая интересная и серьезная задача по безопасности. То есть доверие — это ключевое. Никто же не даст такому агенту доступ к банку, если не уверен на 100%. Совершенно верно. Безопасность должна быть встроена в сам продукт, иначе это просто не взлетит. И тут же всплывает этика, да? Особенно для творческих людей. Вот ИИ генерирует картинку в стиле живого художника. Как с этим быть? Да, проблема серьезная. Альтман признает, что нужна новая экономическая модель. Говорит, OpenAI уже сейчас старается ограничивать генерацию в стиле без согласия автора. Но это же капля в море, наверное. Пока да. Как справедливо компенсировать авторов, чьи работы легли в основу обучения, это большой открытый вопрос, прямо скажем. А если говорить о рисках в целом, злоупотребление, кибератаки, потеря контроля над самообучающимися системами, он же это учитывает? Учитывает, конечно. Признает и риски злоупотреблений, и кибербезопасность, и даже вот эту гипотетическую опасность, что модели выйдут из-под контроля. Их подход — это итеративность. То есть выкатывать обновления по чуть-чуть и смотреть, что будет? Именно. Плюс у них есть система обеспечения готовности. Preparedness Framework с независимыми тестами безопасности перед выпуском чего-то действительно мощного. И вот тут, кстати, интересный момент. Они собираются выпустить мощную модель с открытым кодом. Это же вроде противоречит их прежней осторожности. Альтман это объясняет тем, что мир, уже лучше понимает и возможности, и риски. И сейчас открытая модель может принести больше пользы для науки, для инноваций. Это, да, заметный сдвиг в их позиции. А если заглянуть совсем далеко, где, по его мнению, ИИ принесет самую большую пользу? Больше всего надежд возлагает на науку. Медицина, физика — вот где он ждет прорывов. То есть такое светлое будущее рисует. Он говорит про невероятное материальное изобилие, про мир, где возможности каждого человека будут, намного выше, чем сегодня. Даже цитата у него есть, что будущие поколения посмотрят на нас и скажут, какая у нас была ужасная и ограниченная жизнь. Сильно. Очень. Это почти вызов. А как это вяжется с регулированием? Он же раньше говорил про госагентство для лицензирования ИИ. Вот тут тоже сдвиг.
Он теперь меньше говорит про госагентство, а больше про независимые аудиты безопасности, возможно, разработанные самой индустрией. И еще он оспаривает идею, что идет какая-то бешеная гонка к AGI. Говорит, безопасность уже всех тормозит. И еще, кажется, подчеркивает важность мнения общества, не только экспертов. Да, что именно общество должно участвовать в решении, где проходят границы допустимого для AI, чтобы AI помогал нам стать мудрее, как он выразился. Хорошо, давайте попробуем подвести итог. Значит, AGI пока не здесь. Это цель. Прогресс идет по экспоненте, и куда именно не до конца ясно. Следующий шаг – агенты с их возможностями и рисками. Безопасность, этика – ключевые вопросы. И видение будущего очень оптимистичное, почти утопическое, с изобилием и расширенными возможностями. Знает и все риски на пути к этому будущему изобилию. Вот какой баланс между скоростью и осторожностью нам нужен, чтобы это будущее стало благом, а не чем-то другим. Вопрос, над которым стоит подумать.